Ну, я думаю, общее это уже понятно. У нас больше, чем 30 тысяч студентов. Мы вижу это химический факультет, химический институт, но у нас очень сильная математика, цибернетика и, ну, в принципе, это National исследовательский университет, это очень сильный. Это один из топ-15 университетов, который работает на программе 500. И я считаю, мы уже первые 10, один из первых 10 университетов Российской Федерации. Стратегия, у нас это очень хорошие стратегии для 2020. Я собрался работать с университетом ровно год назад и помогал ректору собрать стратегии по концепции commercialization. Мы хотели заниматься более сильной департамент и более сильной стратегией для участвовать по международный commercialization процесс. Я сам инвестор 20 лет в России и вижу огромный потенциал, как вы видели от США и ваш опыт. Я тоже видел это огромный потенциал, но мало занимался недостаточно commercialization. И мы собрался стратегией с ректоратом, и мы сейчас занимаемся implementation. Это я не сам придумал ничего сам, я посмотрел конкретные best practices на очень много разных университетов в США. Deshpande Center, MIT, Proof of Concept Center, University of Colorado, Proof of Concept Center, собрался с David Allen, и много разных людей, которые участвуют в процессе commercialization в США. И это уже занимался этот процесс 20 лет. Мы начинали строить нашу инновации экосистему России, в принципе, 7 лет назад. И вот это есть много примеров, как занимается commercialization, какой структур, какой роль играет инфраструктура, именно какой роль играет бизнес-англ-клуб, Proof of Concept Center, Accelerator программ, как общаться с венчурный фонд. Вот эта мирная система работает эффективнее, и мы строим нашу систему в Лобачевске именно из этого best международные practices. Мы посмотрели эту общую систему Лобачевской, и было много разных элементов, которые занимаются инновацией commercialization, но не совсем совместные. Был разные люди занимался, но мы собрался общий системный процесс от сначала образования предпринимательский до процесса собирается МИП, малых инноваций предприятий. И из этой инфраструктуры мы один срок, 1 год собрался, в принципе, мощная система. И что это очень важно, надо общую картину России понять. Вот у нас фундаментальный наук очень-очень сильный. Но стройка начинается инновации экономии России начинал 10 лет назад. И сначала был как много приоритетных программ России, строил от вверх до низ. Сначала собрался много технопарков, много огромный инфраструктурный фонд, типа российский венчур компаний, сколково программ, Роснано, разные 23 технопарк. Но это понятно, строить инновации экономики должен быть наверх, на низ до вверх. И эта проблема, это был гэп между академией и бизнес-обществом. Мы старались строить новый механизм, здесь находится Лобачевский, который именно играет роль между академией и фундаментальной наук и бизнес-обществом, и разные венчур-фонды, разные структуры и технопарк. И, в принципе, эта система получила, уже начинал хороший результат на первый год. Хочу сказать, наша общая система на CKT, Center Commercialization Technology, мы начинаем смотреть и работать с учеными, и профессорами, и разные факультеты. И мы стараемся понять, где коммерческий потенциал из каждой научной отделения. И это очень важно, потому что в то же самое время мы собираемся общаться с разными коммерческими группами. Мы занимаемся 4 протокола намеренно с крупным международным бизнесом, который передал нам свои wish-list, что они видят, какой крупный проблем. И это русские компании, и западные компании. И мы стараемся работать между и смотреть список, что индустрии нужно, и потом смотреть, что мы занимаемся. Если мы видим коммерческий потенциал, конечно, должен заниматься IP protection, патент, или know-how, или собирается МИП, мало инноваций предприятий. Здесь много разных версий, как можно собраться commercialization. Один вариант это надо просто собраться IP protection и патент, и может быть международный патент, и потом занимается licensing agreement.
Или можно собраться joint venture R&D. Или можно собраться MIP. Мы видим много разных вариантов, как собраться commercialization. Мы стараемся смотреть, как можно оценивать эту технологию, потому что самый тяжелый вопрос, когда ученый-профессор собирается предлагать его информацию, его презентации для venture fund, venture investor или бизнес-ангел. Вот этот бизнес-ангел начинает говорить его язык. Это бизнес-язык. Какой milestones, какой оценка сейчас, сколько денег надо для первый момент break-even. И бизнес есть свой язык, и ученые есть это другие. И мы стараемся подумать, какой дорожная карта, как можно максимизировать оценку этой технологической новой идеи discovery. И у нас 5 департаментов. Первый департамент – это научный экспертиз. Второй – это patent, tech transfer department. Следующий – это proof of concept center, это предпосевной подготовка центр. Следующий – это легальный департамент, который занимается легальный анализ, постройка контракт и так далее. Пятый группа – это venture mentoring network, который занимается много мероприятий. Я думаю, вы будете соглашаться со мной, это очень важно, строить какой общаться и общая площадка, где люди, и студенты, и ученые, и бизнесмен, и venture capital можно общаться совместно. Это очень важно, потому что это стимул для процесса commercialization. Мы строили эту систему, система уже работает. У нас 25 человек, наш секретарь, 8-й корпус, и эта система работает. Хочу сказать, мы тоже участвуем в очень хорошей программе через благодарить наш партнер US Russia Foundation и программу Эврика, который мы собрался, вот этот инновации коридор. Инновации коридор – это наше долгосрочное отношение с Эврика, и US Russia Foundation, и American Councils, и New Eurasia Foundation, и еще Российский университет ИТМО, город Петербург. Мы сначала строили какой-то тренинг-программ с Purdue и Мэриленд, и прошлый год мы начинали строить серьезно инновации коридор, где мы собираем наш МИПС и передаем этот МИПС туда, в США, для Lean Management программ. Они можно через срок 2 недели, там Мэриленд, познакомиться с 50 разных потенциальных партнеров. Это общаться очень полезно, потому что когда есть бизнес-идея, первый раз вы показываете идею для реального инвестора, можно слушать хорошую обратную связь. Интересная идея, неинтересна, может быть, тут надо сделать проект немножко другие, налево или направо. Это называется обратная связь. И мы считаем, это очень-очень полезно, потому что сразу после этой командировки США, через эту партнерскую программу «Инновации коридор», мы начинаем строить серьезную дорожную карту для commercialization. Эта обратная связь от американских партнеров полезна, потому что мы можем использовать эту информацию для российских инвесторов, типа партнер российский venture фонд, или Союз бизнес-ангел клуб Петербург, или Start Invest бизнес-ангел клуб Нижний Новгород. Бизнес-ангел интересует мировой потенциал технологий, не только совместный нижнегородский потенциал, не только российский потенциал, но мировой глобальный рынок потенциал. Из этого можно собраться очень хороший уровень оценка. Это наш главный цель, собраться оценка новой технологии. Вот это первый групп мы передал США эту программу, 5 разных программ от Нижнего Новгорода, Лобачевский. Ласенс, Рико, Метео, Телезум, Вин, это 5 очень интересных проектов, и это мы передал на прошлый октябрь, год назад мы передал эту программу, а потом прошлый апрель, эту программу 2 раза в году, октябрь и апрель мы передал 6 программ, 4 программы отсюда и 2 проекта от наш партнер ПИР. Вот это еще, вот это все это МИПС, все это хай-тек проект, это все молодые люди, которые есть свои intellectual property, и этот проект сейчас наш секретарь работает и старается поддерживать для следующий этап commercialization. Тоже собрался много мероприятий, много программ уже в этом году, и собрался Pitch Night, это как демо-дэй программ, который наш МИПС показывает свои идеи для venture investors. Тоже собрался Venture Mentoring Network в этом году. Тоже Лобачевский получил предложение от MIT участвовать как соучредитель новой международной POC ассоциации. Еще раз, POC – это Proof of Concept Center, это предпосевная подготовка центра. Это ключевой элемент
который в Российской Федерации, она самый первый POC в Лобачевске. И мой соучредитель с MIT, Сколтек, ИТМО и МЭСДА. И первое собрание, это АПОКа, будет Москва, октябрь 10. И мы будем приглашать 15 разных других университетов смотреть нашу ассоциацию и именно наш модель. У нас пионерский модель, это commercialization система Российской Федерации, находится здесь, в Лобачевске. Тоже последнее хочу сказать, мы собираемся новые инновации Центр, рядом здесь, это технопарк, 25 тысяч квадратных метров, где мы будем с удовольствием строить международные партнерские отношения. И с бизнес, и мы планируем accelerator систем там, accelerator программ, engineering center, prototyping center и много. Это здание уже не только image, не только drawing, но это реально. Это будет готов на конец следующего года. И мы будем предлагать вам, когда мы открыты этот центр, мы будем предлагать вам наши гости.